РФ в сутки бомбила Украину. В чем идея новой тактики Кремля и какой запланирован следующий шаг? Вместо НАТО новый военный блок готов собрать Вашингтон. Но что это будет означать для мира? Москва планирует экологическую катастрофу на Балтике. Швеция уже вступила с ней в противостояние. Чем оно закончится? Досмотрите. Зачистки в команде президента. Под сокращение попадает не только генпрокурор, но и топ-военные. Какая скрытая причина таких действий? Россиян оставили без денег, массовый сбой или шантаж. Есть объяснение властей, но оно неубедительно. Об этих и других самых главных событиях вечера пятницы 3 апреля. Спасибо, что вы с нами. Самое важное – найти главное в потоке событий. Меня зовут Алексей Бурлаков, в эфире «Нехта». Начинаем. Россия с вечера до утра снова устроила массированный налет на Украину. Под ударом одновременно оказались Харьков, Запорожье, Сумская область и еще несколько регионов. Медиа накануне уже фиксировали резкое усиление атак. По Украине снова идут большие волны дронов, а удары по энергетике и жилой застройке продолжаются. В Харькове атака тянулась больше суток. Город получал попадания по нескольким районам. Были пожары и были пострадавшие. В Запорожье повреждены жилые дома. В Сумской области удары пришлись по Шостке и Сумам, а часть областей снова осталась без света из-за повреждения энергосистемы. Главная цель россиян в таких атаках посреди дня – увеличение количества жертв среди гражданских. Именно поэтому комбинированная атака происходит в рабочий день с применением большого количества дронов, ракет. Ключевая деталь – масштаб. Украинские военные уже раньше сообщали о волнах свыше 400 дронов за день. И нынешняя атака по логике выглядит продолжением именно этой тактики – давить количеством, растягивать налет по времени и одновременно бить по городам, инфраструктуре и энергетике. Это значит, что цель не только в локальных разрушениях, а в перегрузке ПВО, постоянном терроре по тылу и повторном ударе по энергосистеме на фоне затянувшейся войны. Теневой флот перестает быть невидимым. Швеция задержала в Балтийском море танкер «Флора-1», который связывают с перевозкой российской нефти в обход санкций. По данным шведской береговой охраны, именно это судно подозревают в разливе нефтепродуктов к востоку от острова Готланд. Пятно заметили еще 2 апреля с самолета. Его длина тогда достигала 12 километров. Дальше стало еще интереснее. Прокуратура Швеции начала предварительное расследование возможного экологического преступления. Власти также заявили, что судно находится под санкциями ЕС, а вокруг его флага и статуса остается много неясного. Танкер шел из порта в Финском заливе в неизвестном направлении. На борту 24 человека. Судно уже отбуксировали к стоянке у Истада. «Флора-1» связана с индийской Gatic Ship Management, одним из ключевых операторов российского теневого флота, который возит сырую нефть под прикрытием санкционного тумана. С Вашингтонского берега снова мощно ударили по Европе. Новое НАТО без старого НАТО. В США уже вслух говорят о том, что нынешний альянс слишком слаб и слишком медлит. Бывший спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в эфире Fox News заявил: Вашингтону пора думать о новой оборонной системе. И президент Трамп набрался смелости и действительно что-то сделал в отношении Ирана. Никто другой раньше не смог этого сделать. Мы ведь говорили об этом еще во время первого срока Трампа, но так и не смогли нажать на спусковой крючок. Он это сделал. Он как альфа-самец среди всех мировых лидеров. Отдайте ему должное за это, а я бы взял под контроль эти острова. Это можно сделать. Это не такая уж сложная задача. Келлог предложил собрать новый военный альянс из тех, кто действительно готов воевать, а не только выражать глубокую обеспокоенность. Среди возможных участников он назвал Японию, Австралию, Германию, Польшу и отдельно Украину. И это прозвучало не случайно. Келлог подчеркнул, что Украина уже доказала свою эффективность как союзник. На этом фоне критика НАТО в США звучит все громче, особенно после обострения вокруг Ирана, где от альянса ждали силы, а увидели осторожность.
Массовые зачистки в команде Трампа. Президент убирает сразу несколько ключевых игроков. Что случилось? Это планово или какие-то изменения таки предвидятся? Генпрокурор США вылетела из кресла быстрее, чем успела объяснить скандалы вокруг дела Эпштейна. Дональд Трамп подтвердил увольнение Пэм Бонди и сразу поставил исполняющим обязанности ее заместителя Тодда Бланша. Официально Трамп поблагодарил Бонди и отправил ее в частный сектор. Но американские СМИ пишут, что Белый дом был раздражен ее работой по делу Эпштейна и тем, что она, по мнению Трампа, действовала недостаточно жестко против его политических оппонентов. Кроме отправки в отставку генерального прокурора, глава Пентагона решил последовать примеру своего шефа и призвал одного из ключевых военных начальников покинуть пост. Министерство войны благодарит генерала Джорджа за десятилетие службы нашей стране. Желаем ему всего наилучшего на пенсии. США ведут одну из крупнейших военных операций последних лет, а в этот момент в Вашингтоне меняют верхушку армии. Ведь вместе с Джорджем, по данным медиа, лишились постов еще как минимум 2 высокопоставленных офицера. То есть речь уже не о случайной отставке, а о большой перестройке военного руководства под новую линию Трампа и Хексета. Но какой будет эта новая линия? К чему готовятся в Белом доме? Как думаете? К окончанию войны и перекладыванию вины в провале на плечи этих военных? Пишите свои мысли в комментарии. Наличные снова стали планом «Б». В России произошел крупный сбой, который ударил сразу по Сбербанку, ВТБ, Т-банку и системе быстрых платежей. Пользователи жаловались на проблемы с оплатой картой, переводами и доступом к приложениям. Это уже не просто технические неполадки, когда не проходят QR-платежи, зависают переводы и люди бегут снимать наличные. Цифровая удобность заканчивается очень быстро. Банки объясняют все внешними факторами, но для обычного человека итог простой. Деньги вроде есть, а воспользоваться ими в нужный момент становится проблемой. Россиян мягко приучают к мысли, что работать теперь нужно будет гораздо больше. В Москве уже аккуратно приоткрывают дверь для шестидневки. Поводом стала инициатива Олега Дерипаски, который несколько дней назад предложил перевести страну на режим с 8 до 20:00 и работать по субботам, объясняя это тяжелой трансформацией экономики. Правда, пост в его Телеграм уже удален. Но эту идею уже начали вовсю продвигать через лидеров общественного мнения. А это значит, что скоро она превратится в голосование в Госдуме РФ, а затем в закон. Вы знаете, россияне сами выбирают, сколько им работать. Они сами выбирают работу, на которой они хотят продвигаться, должность, службу, компанию и так далее. Если им не подходит, не надо. У нас актерская смена 12 часов. Плюс ты добираешься туда 2 часа и назад 2 часа. Итого 14-16 часов. На сон остается не так много, чтобы себя привести в порядок и поспать. Поэтому я думаю, что если россияне хотят хорошо зарабатывать, надо хорошо поработать. Дмитрий Песков не стал спорить с идеей Дерипаски и сказал что-то вроде «нам все равно, сколько вы будете там работать». У нас ненормированный рабочий день. Мы иногда работаем и по ночам, во время командировок мы работаем круглые сутки. Мы работаем иногда по выходным, иногда отдыхаем по выходным, как получается. Поэтому мы не являемся участниками этих дискуссий. Инициативу уже поддержал бывший главный санитар Онищенко. Он заявил, что россияне производят недостаточно и что оборонка давно живет в таком графике. Проблема, по его словам, только в Трудовом кодексе и профсоюзах. Иными словами, бизнес хочет больше часов, чиновники не спорят, а крайним снова сделают человека, у которого и так давно закончился нормальный рабочий день. Телефонные мошенники в РФ работают не только по пенсионному фонду. Теперь они нанесли один удар, которым поразили сразу 2 цели. Довели российского контрактника до поджога военной техники и самолета, и суд дал ему 15 лет. По данным Северного флотского военного суда, 20-летнего рядового признали виновным в 2 терактах. В мае 2025 года он после звонков от лжесотрудников банка, ФСБ и Минобороны перевел мошенникам 350 тысяч рублей, а потом под давлением пришел в часть, поджег 3 вездехода и на следующий день шасси военного самолета на аэродроме в Мурманской области. Первые 4 года он проведет в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима. То есть человека сначала обобрали, потом внушили, что он якобы спонсировал украинских военных и заставили искупать вину диверсии против собственной армии. Минобороны РФ оценила ущерб примерно в 2,5 миллиона рублей.
Кремль и силовики все чаще продают такие случаи, как борьбу с террором. Но если контрактника можно так легко развести на поджог своей же техники, то проблемы немного глубже. У границы России появился новый риск для животноводства, новый удар по продовольственной безопасности. Китай сообщил о вспышке ящера среди крупного рогатого скота сразу в двух регионах – Ганьцю и Синьцзяне. По данным Минсельхоза КНР, заражение серотипом САТ-1 подтвердили у 219 животных в двух стадах, где всего содержалось более 6 тысяч голов. Местные власти уже начали забой и дезинфекцию. Но тревога тут не только в самих цифрах. Аналитики говорят, что этот штамм впервые зашел в Китай, а действующие в стране вакцины от него не защищают. Это уже не локальная ветеринарная проблема, а риск, который может ударить по всему рынку, от фермеров до цен на мясо. Интернет в России хотят не просто контролировать, а досматривать на входе. Минцифры обсуждает отмену моратория на плановые проверки операторов связи, чтобы жестче следить за установкой СОРМ, системы, через которую спецслужбы получают доступ к звонкам, трафику и другим данным пользователей. По данным РБК, власти хотят закрыть схему, когда провайдер открывает новое юрлицо, работает без СОРМ, а потом просто перезапускается под новой вывеской. Но этим дело не ограничивается. Обсуждается и еще более жесткий вариант – обязать операторов ставить систему еще до старта работы. То есть без такого допуска к прослушке компания даже с лицензией просто не сможет выйти на рынок. Отрасль уже предупреждает и о другой реформе – дорогих лицензиях и новых барьерах для провайдеров, которые могут добить мелких игроков, сократить конкуренцию и подтолкнуть цены на интернет вверх. Иными словами, государство получает больше контроля, а пользователь меньше выбора и больше шансов жить в сети под колпаком. А чтобы оставаться на связи как можно дольше и безопаснее, мы предлагаем вам собственную разработку – собственный VPN. А в прошлом выпуске у Путина внезапно заговорили о переговорах, но на каких условиях? Сигнал из Польши. Премьер-министр прямо называет происходящее подарком Кремлю. Еще один тревожный сюжет – масштабная мобилизация, которая уже идет, пока власти делают вид, что ничего не происходит. Это выглядит как тихая, растянутая по времени кампания, где не объявляют громких решений, но методично расширяют охват. И отдельно крайне опасная история. Оккупанты запускают раздачу денег на неоккупированных территориях. Почему это опасно? Если еще не видели, обязательно посмотрите, а мы с вами встретимся уже утром.